Привет, друзья и гости канала Мама в творчестве. С вами я, Таня. В этом видео я хочу вам показать, как я делала вот такую замечательную новогоднюю подвесную елочку. Оставайтесь со мной и смотрите видео дальше. Как сделать основу для такой елочки, смотрите в подсказках и в описании под видео. Итак, приступим. Мне понадобится гирлянда, которую я купила в магазине Fix Price. Блок питания, где находятся батарейки, я буду приклеивать при помощи скотча в том месте, где у меня будет сидеть Дедушка Мороз, игрушка. И я потом, собственно, этой игрушкой и закрою этот блок питания, чтобы его не было видно. Сама гирлянда состоит у меня из шишечек, и эти же шишечки я потом тоже буду крепить при помощи скотча тонкого, а затем буду фиксировать при помощи декоративных прищепок. Деда Мороза, он у меня из фетра, я буду приклеивать при помощи горячего клея. Как, собственно, практически все остальные элементы, которые я буду использовать для декора данной елочки. У меня есть еще скорлупа грецкого ореха, также буду ее использовать для декора и приклеивать при помощи горячего клея. У меня есть еще шишечка, здесь я тоже буду ее использовать. Собственно, вы можете использовать любые материалы, которые есть у вас под рукой. У меня есть еще вот такая гирлянда в виде звездочек, но ее буду использовать не целиком, а вырежу именно звездочки и буду приклеивать их к елочке.
Для имитации снега буду использовать небольшие кусочки синтепона. У меня он тонкий, рвется он очень легко и просто, и при помощи горячего клея приклеиваю к веточке. У меня были еще вот такие заснеженные ягодки, их тоже буду приклеивать при помощи горячего клея. И уже в самом конце вешаю на елочку маленькие елочные шарики красного цвета. И в самом конце прохожусь белой акриловой краской. В общем, всем, кому интересно, как выглядит елочка, у меня есть фотографии в Инстаграм.
заходите ко мне на страничку. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые видео на моем канале. Всем спасибо за внимание, пока-пока!